Соединенные Штаты и ЕС не поделили санкции против российской нефти. Собственно, совместное заявление госсекретаря Бессента и посла Грира по поводу экстренного совещания Большой Семерки по финансовым вопросам. Давайте посмотрим на это заявление. Во время сегодняшнего телефонного разговора с министрами финансов стран Большой Семерки госсекретарь Бессент повторил призыв президента Трампа к нашим партнерам по Большой Семерке о том, что если они действительно хотят положить, это цитата с сайта Минфина Соединенных Штатов, в войне в Украине, они должны присоединиться к Соединенным Штатам и ввести пошлины для стран, закупающих нефть у России. Госсекретарь Бессент и посол Грир также приветствовали обязательства по усилению санкционного давления и изучению возможностей использования замороженных российских суверенных замороженных использования активов для дальнейшего укрепления обороны Украины. Кстати, если в первом предложении убрать слова «о войне в Украине», будет, наверное, более имеющий отношение к реальности текст. Большая семерка, отказывающаяся закупать нефть у России. Вот, например, Япония. Что началось? Нормально сидели. Поясняем. Япония в 2022 году. Участник Большой Семерки. Да. Один из важнейших просто столпов Большой Семерки присоединилась, например, к потолку цен на нефть. То есть присоединилась к санкциям. И тут же получила исключение, благодаря которым благополучно может получать нефть, которую добывают японские компании, в том числе добывают японские компании Mitsubishi и Mitsui, вместе со своими российскими партнерами в рамках проекта «Сахалин-2». Ну, не отказываться же от хорошего проекта, если тут какие-то санкции вводятся, правда? Тем более, зачем покупать другую российскую нефть, когда Сахалин настолько близок, что транспортное плечо позволяет выигрывать в ценах? Туда-сюда мотались челноки. Ну, мы продолжим дальше погружать вас в этот контекст этих чудесных переговоров между США и Евросоюзом. Я-то уверен, что многие из вас читали соответствующие новости, но цитаты, первоисточники. На сайте Минфина Соединенных Штатов в присущей Соединенным Штатам скромной манере отмечалось, что благодаря смелому руководству президента Трампа, так в тексте, Соединенные Штаты уже предприняли решительные действия против покупателей российской нефти. Ну, тут надо понимать, в отличие от вас, нас обнадеживают заверения наших коллег из стран Большой Семерки о том, что они намерены положить конец этой войне, и мы надеемся, что они присоединятся к нам и предпримут решительные действия в этот критический момент. Значит, заявили на сайте Минфина Соединенных Штатов, но тут буквально сегодня выступило издание The New York Times, широко известное, которое явно не любит Трампа, и там ряд открытий сделаны. Мы сейчас про эти открытия поговорим. Итак, президент Трамп в субботу выдвинул условия для введения новых санкций против России, заявив, что сделает это только в том случае, если все страны-члены НАТО поступят так же, а также прекратят покупать российскую нефть и введут высокие пошлины для Китая. Не только для Китая, но это не важно. Ранее в этом месяце Трамп в телефонном разговоре сообщил европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие почти наверняка не будет выполнено. И Трамп, и с его советниками это знают. Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти, сейчас, внимание, открытие начинается, являются две страны с авторитарными лидерами, которыми восхищается Трамп. Венгрия и Турция. Оказывается, представляете, в НАТО есть страны с авторитарными лидерами. Это же до чего дошел прогресс всего за полгода, что, понимаете, в демократических странах НАТО обнаружились авторитарные лидеры. Мне кажется, это какой-то исторический день, и его надо будет праздновать с не меньшим размахом, чем 65-летие ОПЕК. И только Фица скромно улыбается. Нет, Фица в этом... Мне кажется, Фица должен был сказать, погодите, я? А меня почему забыли? Поясним. Ну, во-первых, не совсем ясно, почему господа из New York Times Турцию сюда приплетают, потому что член НАТО. Нет, все правильно, члены НАТО. Просто диалог в основном шел с лидерами Европейского Союза и Великобритании. В Великобритании вообще мы ничего не покупаем. А в Евросоюзе есть две страны, действительно, которые покупают российскую нефть. Венгрия и почему-то забытая Словакия. Ну, знаете, с другой стороны, люди хотя бы Венгрию вспомнили.
сидя в Нью-Йорке, уже По неплохо. мнению «Нью-Йорк Таймс», Фицо не дорос до высокого звания авторитарного лидера. Еще работать и работать. Ну, что ж, пожелаем ему быть отмечен высоким званием авторитарного лидера, а пока, значит, продолжим. Смотрите. Если использовать лексикон «Нью-Йорк Таймс», авторитарный лидер – это руководитель страны, который беспокоится о своей стране больше, чем о Министерстве финансов. Да, больше, чем о Соединенных Штатах. Это нехорошо. Да, я-то согласен, отвратительно. Но как авторитарные лидеры прокрались в НАТО? Это же просто вообще удивительно. Просто поразительно. И даже немножко шокирует. Но, смотрите, в рамках диалога между Европой и Соединенными Штатами происходил обмен, назовем это так, любезностями. В рамках этого обмена Европа уверяла, что вы должны ввести санкции, вы должны продолжать давить, вы что-то недостаточно давите на Россию. На что Трамп в ответ, и его команда начали отвечать в стиле: это мы-то не давим. Да посмотрите, мы против Индии, второго по величине покупателя российской нефти, ввели вторичные санкции. А вы что сделали? Вы вот введете тоже вторичные санкции, тогда и будем разговаривать. Причем начинайте с Китая, чтобы мало не показалось. Да. Притом мне очень понравилось, что они призывают ввести санкции от 50 до 100%. Санкции какого рода? Дополнительные пошлины, на товары, которые из этих стран идут тем, кто будет вводить ввозные таможенные пошлины. Это, в принципе, очень смело заставить Европу, со стороны Европы ввести даже 50% пошлины против Китая, учитывая, что Соединенные Штаты на это не решились. Кстати, против Индии тоже не ввели 50% пошлины за покупку российской нефти. Да, пошлины 50% против индийских товаров, кстати, не всех. Но из них только 25% это против, это за покупку российской нефти. А еще 25% это просто так. И я не шучу. Просто так. 25%, потому что Соединенным Штатам захотелось. Но Европа, ты должна ввести 50%, а то и 100%. Против Индии, против Китая, кстати, против Турции было бы интересно. Против Казахстана было бы интересно ввести. В общем, довольно много. Может так оказаться, что и Объединенные Арабские Эмираты придется немножечко тоже обложить какими-то пошлинами. Откуда потом брать нефть и нефтепродукты? Лучше пошлина, чем то, что происходило в столице Катара. Надо соглашаться на пошлину. Это да. А то придется сказать, да что ж такое. Самое интересное, сначала Иран, потом обычно не называют, а потом не Иран. И каждый пытается наносить какие-то... И только Катар такой: погодите, как мы оказались в это все втянуты? Сначала Десептиконы в известном фильме «Трансформеры», потом Иран, а теперь еще одна страна, которую в приличной западной прессе почему-то не упоминают. Это ладно. В таком контексте. Это ладно. Опять же, на фоне заявлений про российскую нефть, чудовищное заявление, нефть решила даже немножко подрасти. Давайте глянем на соответствующий график. В соответствии, разумеется, с аналитикой Международного энергетического агентства. Я бы даже сказал, вопреки, потому что люди выскочили со своим очередным прогнозом. А тут нефть стала расти. Это отвратительно просто. Она отрицательно растет. Если график перевернуть, вообще хорошо. Если график перевернуть, там если перевернуть, то получится, что она действительно все равно растет. Там будет, если перевернуть, там будет тоже рост. Но Борис тут не зря упомянул Международное энергетическое агентство, потому что здесь мы должны вспомнить про прогнозы и добычу нефти и привести соответствующую цитату. На этой неделе МЭА и ОПЕК, ОПЕК в честь 65-летия, очевидно, выпустили свои прогнозы обновленные. Итак, МЭА повысила прогноз по росту спроса и предложения на нефть в мире в 2025 году. Согласно сентябрьскому отчету организации, глобальный спрос в этом году увеличится на 740 тысяч баррелей в сутки, что на 60 тысяч баррелей в сутки выше предыдущей оценки. ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах. Согласно сентябрьскому отчету организации, в этом году потребление увеличится на 1,3 миллиона баррелей в сутки до 105,14 миллиона баррелей в сутки, а в 2026 году еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки до 106,52 миллиона баррелей в сутки. Обратите внимание на некоторый разброс оценок. Да, практически в 2 раза. Да, так скромный, немножечко в 2 раза. То есть Международное энергетическое агентство, кстати,
Штаты как-то так накинулись на них, но вроде отпустили. Что-то они неправильно там считали, как я понял. Международное энергетическое агентство возникло после нефтяного кризиса 1974 года. Входят в него страны-потребители и примкнувшая к ним Норвегия. Поэтому у них всегда прогнозы вот выглядят так, как мы наблюдаем. Спрос не растет, зато добыча гигантскими темпами поднимается, поэтому стоимость нефти обязательно упадет навзничь. Я тут замечу вот какой момент. Они еще отметили, что на 1,4 миллиона баррелей в сутки вырастет добыча в текущем году в Соединенных Штатах, в сумме, в Соединенных Штатах, в Гаяне, в Бразилии и в Аргентине. То есть в странах, не входящих в ОПЕК и в ОПЕК+. Но проблема вот в чем. Добыча в Соединенных Штатах Америки, как бы так помягче выразиться... Там, где детка. Которая бурит. Ну, нам год назад ведь рассказывали, что, смотрите, сейчас Трамп придет к власти, скажет нефтяникам, бурите, и они начнут бурить, потому что именно так это работает, знаете. Приходит президент Соединенных Штатов к компаниям, хозяйствующим субъектам и говорит, бурите, а они такие, точно. Мы-то думали, чем бы нам заняться. Спасибо тебе, милостивый государь. Уважаемый авторитарный лидер. Ты нам сказал, мы пошли делать. Это пока Нью-Йорк Таймс только намекает на это. Мы еще не дошли до этого момента. Когда можем смело сказать, что в НАТО уже 3 авторитарных лидера. Может быть, кстати, 3,5, если все-таки Роберт Фитц, добьется упоминания в Нью-Йорк Таймс. Хотя, может быть, они считают, что он недостоин. Посмотрим. Макрона запишут, если что. Его вряд ли. Он все-таки как бы хороший мальчик, иногда себя плохо ведет, но в целом он... Ну ладно, это мы что-то как-то забегаем на хрупкий лед политологии. Давайте вернемся к энергетике и отметим следующее. Вот такие разбросы в оценках между Международным энергетическим агентством и ОПЕК стали наиболее характерны для последних где-то 2 лет. То есть до этого, более или менее, где-то близко были эти прогнозы. Но как только Международное энергетическое агентство в октябре 2023 года, точнее, в ноябре 2023 года стало рассказывать о грядущем избытке предложения, тут же их прогнозы стали содержать пониженные оценки грядущего роста производства и наоборот, и повышенные оценки, пониженные оценки спроса и повышенные оценки производства. И серии сейчас почти 1,5 миллиона баррелей. Штаты, Бразилия, Аргентина. Кстати, в Аргентине последние новости говорят о том, что не вывозят они те планы, которые они озвучивали. Видимо, мы пока новости не прочитали. Месторождение как называется? Мертвая корова. Да. Куда же она может вести? На полном серьезе. Вака Муэрта называется это месторождение. Если что, на ресурсе Инфотек можно почитать серию статей про эту замечательную добычу на этом замечательном месторождении и этого восхитительного, отнюдь не авторитарного лидера Милея, о том, как он ведет свою экономическую политику. Кстати, очень познавательно. Может, мы как-нибудь Аргентину в наших эфирах затронем. Она весьма, весьма познавательна в этом плане, но Гаяна, кстати, по поводу Гаяны я могу согласиться с оценками МЭА. Действительно, там, скорее всего, вырастет добыча. Туда серьезные компании пришли, вполне могут. Серьезные компании. Кроме того, мне понравилось, как Венесуэла сказала, давайте мы проголосуем, что Эссекиба все-таки наш. Эссекиба – это регион, спорный регион между Гаяной и Венесуэлой. И этот регион очень богат нефтью. Туда пришли уважаемые компании, ExxonMobil, там еще ряд игроков. Шеврон, да, и сказали, мы слышали, у вас есть нефть. Мы хотим проверить. Проверили. Какая прелесть. А вот у нас есть еще демократия. Давайте мы вам ее завезем. Да, вы нам нефть. Мы вам демократию, вы нам нефть. Поэтому у Гаяны все будет хорошо с производством нефти. А вот у Соединенных Штатов проблема в том, для нас это не проблема, а вот для них проблема в том, что текущие цены ниже точки отсечения для ряда игроков. То есть они не позволяют выходить даже в ноль при производстве. И текущие... Речь идет, конечно, о той нефти, которая добывается методом гидроразрыва пласта. Она же сланцевая нефть. Традиционная нефть там вполне хорошо себя чувствует, просто ее мало. Строго говоря, ГРП можно и при традиционной нефтедобыче использовать. В основном про сланцевую мы говорим. То есть где-то 2/3 или 70% даже от текущего производства в США – это сланцевая нефть. Это неплохо, нехорошо, вот как-то так получилось. В производстве она дороже в среднем, чем в среднем обходится нефть, традиционная нефть. Разница там банально
в таком показателе, как мили Дарси, то есть в проницаемости пород. Ну вот на сланцевых месторождениях она может быть в 100 раз меньше, чем на традиционных. И отсюда во времени работы одной отдельно взятой скважины. Для того, чтобы поддерживать уровень добычи на одном уровне, надо вести себя как заправский наркоман. Постоянно что-то колоть. Иначе добыча падает. А это дорого. Да, добыча падает. Ну, сейчас она колеблется где-то так в районе от 13,3 до 13,4 миллионов баррелей в сутки. 13,3 и, соответственно, 0,4 миллиона баррелей в сутки. Но это больше, чем год назад. Но это меньше, чем в начале года текущего. И как-то поводов для роста относительно начала года нет. Но ничего, Международное энергетическое агентство еще выдаст массу прогнозов. Ну, а спасибо Дональду Трампу, кстати, надо передать. Агент Дональд, большое спасибо, что поддерживаете цены на нефть в условиях давления на эти цены, которые оказывает Международное энергетическое агентство. Прям передаем от имени бюджета Российской Федерации большое спасибо. И от ОПЕК+, конечно, тоже надо какую-нибудь медальку ему вынуть. Молодец. Это подарок к 65-летию организации ОПЕК. Вот на этой оптимистической ноте нефтяную тему, пожалуй, можно и закрыть до следующего раза, тем более следующие разы обязательно будут. Разве что оценить, насколько вероятно то, что все страны НАТО прекратят закупку российских углеводородов, причем не только в сыром виде, но и в переработанном. Требования там совершенно замечательные. Нефтепродукты, дизельное топливо, бензины тоже закупать нельзя. Поскольку мы уже надавили на Индию, вот давайте и вы тоже на нее надавите, и тогда будет совсем хорошо. А где будут при этом цены, да кто ж его знает. Вероятность того, что европейские компании пойдут на это, дело не в европейских странах, страны, государства и сама фон дер может думать что угодно, а хозяйствующие субъекты придерживаются своих экономических интересов. Вот вряд ли они их будут нарушать ради красивых глаз министра финансов Соединенных Штатов. И же с ним. Да даже себе представить, что Европа ведет какие-то повышенные пошлины против даже Индии, против которых рискнули ввести пошлины, США уже сомнительно. А против Китая даже Соединенные Штаты себе такого не позволяют. А я со своей стороны напомню, что 26-й год не за горами, а с 26-го года Евросоюз намерен вводить ввозную пошлину в связи с зеленой повесткой. На те товары, при производстве которых образуется слишком много СО2, предстоит платить пошлину. Вот это они пока не отменяли. Так что не исключено, что пожелания Министерства финансов США сбудутся сами по себе. Тут вот какой момент. Хорошо, продолжим тему пошлин. К примеру, Китай, для понимания расклада сил, Соединенные Штаты для Евросоюза это преимущественно бензоколонка, то есть поставщик энергоносителей и материалов для производства различных высокомаржинальных продуктов. Это же бензоколонка, правильно называется? Я ничего не перепутал. Нет, для Европы. Для Европы. Европу. А вот Китай для Европы это поставщик высокотехнологичной продукции. В том числе той продукции, из которой европейцы делают аккумуляторы, без которых не поедут электромобили. И порядка 90... И не будут крутиться вентиляторы. Ветроэлектростанции, извините. Да. То есть ряд материалов, ряд компонентов, которые необходимы для вот этого зеленого энергоперехода, который продвигает Европейский Союз, они невозможны без Китая. И пока все попытки Евросоюза как-то преодолеть свою зависимость от Китая в этой области успехом не увенчались. И вряд ли увенчаются ввиду того, что не конкурентоспособны, что делать-то? Обкладывать ввозными пошлинами китайский металл. Тогда может оказаться, что китайцы свои редкоземы обложат вывозными таможенными пошлинами. И окажется, что хорошо, неодим какой-нибудь нужно будет ввести в Евросоюз, делать магнитики, а они необходимы для того, чтобы ветроэнергетические установки работали. А как это? А это будет дороже опять. А нас-то за что? Скажут щиры европейцы. Вот. И... в общем... с другой стороны, что сами сочинили, то и предстоит употреблять. Переходим к инфраструктуре.
на территории Российской Федерации. Но перед этим, кстати, можно поотвечать на пару вопросов. Тут уже поступили. Комментарий первый. В Израиле на пенсию в 67 лет уходят. Ну, потому Израиль и не в ОПЕК. Хотя нет, наверное, какая-то другая причина есть. Ну, будем считать, что это. Пусть уходят.